Всем здравствуйте, с вами Алексей. Давно уже не выставлял видео, так как особо работы не было. Да и погода особо не позволяла работать. То морозы давили под полтинник, потом бураны дули. Все дороги были занесены. Ну а сегодня у нас, как говорится, идет дождь. Февраль месяц, начало февраля, идет на улице дождь, Алтайский край. Сегодня я хочу на своем автомобиле сделать небольшое обслуживание тормозной системы. Соответственно, устранить стук тормозного суппорта с правой стороны. В общем, сейчас на дорогах, как бы на зимних дорогах, много шишек образуется, снежных таких ледяных шишек, и по этим шишкам очень сильно начинает брякать тормозной суппорт. Я машину уже поддонкратил. Сейчас попробую постучать вам, показать, как это выглядит. Вот этот бряк. Вот так вот это выглядит. Сильно очень в салоне отдается этот стук. Но неприятно, в общем, ездить. Как бы сейчас будем смотреть, что можно в этом сделать. Заколхозить или как-то по-другому. Смотрите дальше. Вот, значит, сняли мы колесо. Вот он сам тормозной суппорт. И что мы сейчас на данный момент видим? Это мы видим вот такое болтание суппорта и вот с таким вот грохотом. Как бы звук очень неприятен. Порой иногда кажется, что едешь по неровной дороге и люди на тебя оглядываются. Но сейчас мы будем это все дело раскручивать и смотреть, что можно с этим сделать. Значит, для этого что мы? Ключик на 14, откручиваются вот эти вот как бы направляющие. Они сильно не затягиваются, так как они очень хрупкие в затяжке, и можно их сломать. Таким вот макаром все это дело откручивается. Все, вот как мы видим, вот они вот. Такие вот у нас болтики. Все это дело убираем в сторонку и вытаскиваем сам тормозной цилиндрик. Все, вот так вот он, все это дело выглядит. Пыльничек у нас целый, как бы проблем нету. Дальше у нас стоят колодки, и колодкам вот такие вот фиксирующие пружиночки, обязательно их надо ставить. Они маленечко поддавливают сам суппорт. Если их не будет, его сильнее начинает разбивать этот суппорт. Вот они, эти вот пружиночки, потому что их часто забывают. Дальше снимаем колодочки. Ну, колодки у нас еще в таком более-менее нормальном состоянии. Мы их менять не будем. Вот видим колодочки. И все. И вот что мы видим. Вот это вот болтанина. Сейчас нам эту болтанину надо устранить. Сейчас мы открутим вот эти два болта ключиком на 17 и снимем саму скобку. И уже потом пойдем за стол и будем смотреть, что можно там придумать. В основном это все пропадает, пыльники пропадают, и начинается туда попадать вот вода. Вот мы видим, вот этот пыльник уже все хана, и поэтому начинается такая вот беда. Ну и плюс еще годы берут свое. Машина 92-го года выпуска. Так вот это все откручивается, как бы не напрягаясь. Сильно тут физическая сила не применяется. Все дело японцы сделали хорошо. Главное сорвать. Все остальное откручивается руками. Сейчас эту скобку открутим и пойдем за стол. Будем смотреть, что можно сделать. Вот они, еще одни болтики.
И вот так вот легко эта скобочка снимается. Вот она, эта скобочка. R правая. Конечно, у нас здесь уже выработка, но за неимением лучшего, как говорится, и это сойдет. Все, пойдем смотреть, что можно сделать с ним. Вот так вот, значит, это все выглядит. Вот я другую направляющую поставил. И смотрите, какой люфт здесь. В этой направляющей одна более-менее. Ну, во второй очень большой люфт стоит. Вот, который я вытащил. Я уже здесь ранее делал ревизию. Вот сюда я, значит, обычные резиночки вставлял. И маленечко их на наждаке обтачивал. Ну и на какое-то время это хватало. Здесь вот на второй видим то же самое. Вот они, эти резиночки. 3 резиночки на какое-то время хватало. Сейчас я приобрел еще такие вот родные резиночки. Ну, думаю, что они сильно сейчас уже не помогут. Я смотрел ролики в интернете. Там то пружинки просверливают, вставляют. То здесь, то сам цилиндрик, нафиг эти пружинки. Ну, как бы я сторонник всех этих пружинок, потому что они сильно влияют на тормозную систему. Вот у меня еще есть такая вот еще одна скобочка. Я уже здесь ранее эксперименты проводил. Я вырезал вот такие вот пластиночки и пробовал сюда вот эти пластиночки вот так вставлял. И затем как бы вот так вот внедрял направляющую. Ну, сейчас я хочу вот именно таким образом попробовать устранить это биение. И что с этого выйдет, я не знаю. Смотрел там на ютубе, есть такой же ролик, когда эти пластиночки ставят. Там смотрел и хорошие комментарии, и плохие комментарии. Ну, на самом деле, как это выглядеть будет во время движения автомобиля, торможения автомобиля, сейчас я не знаю. Вот эти вот резиночки тоже, чем они такие вот опасные. Вот когда долго на автомобиле едешь, тормоза нагреваются, и тормоза становятся как бы такие мыльные. Она Корона так-то не особо тормозной системой как бы зарекомендовала себя. Но с этими резиночками тормоза становятся какие-то мыльные. Ну, сейчас я все это дело очищу, ну и буду смотреть в процессе, что можно сделать. Значит, на направляющие, вот на эти отделайте новые колечки, как мы видим, что на одну направляющую, что на другую направляющую. Вообще тут применяется одна направляющая, на котором колечко одеется, а вторая направляющая вот такая вот применяется, просто без ничего, она там вверх. Ну, так как уже в суппорте есть люфт и выработка, будем применять оба направляющих с этими колечками. Плюс я мажу направляющую, взял вот такую вот смазку для суппортов. Держит от минус 50 до плюс 1000 градусов. Ну, не знаю, хорошая она, нехорошая. Раньше я применял всегда смазку вот такой вот фирмы, Люквимоле. Вот такая вот синенькая смазочка. Кстати, зарекомендовала она себя, по моему мнению, с хорошей стороны. Эта смазка. Но на данный момент в магазинах не было такой, приобрел вот такую вот универсальную смазку. Посмотрим, насколько ее хватит. Сейчас мы, значит, будем одевать пыльник. Все, пыльник я подготовил. Конечно, пыльники старые, но вариантов других у меня нету. Значит, сейчас я этот пыльник сюда забью и вставлю одно направляющее, значит. Но вот даже возьмем, вот это даже сюда не заходит, она из-за этого колечка. А это вот, как мы видим, где болталось, все равно есть люфт. Но будем надеяться, что нам не придется подкладывать вот эту вот гомыру. Сделана она из пивной баночки. А просто еще в дополнение удержит вот этот бряк, вот этот вот пыльник. Он тоже работает как резиночка, чтобы не ходила. Ну, сейчас это все дело соберу и покажу вам, что с этого получится.
Так, вот я собрал вот эту вот скобочку. Значит, получилось, по моему мнению, даже нормально с такой выработкой, с таким бряком. Просто подобрал пыльники, которые потуже, будут держать вторую сторону, нанес смазки и поставил такие родные уплотнительные резиночки. Вот сейчас, как мы видим, здесь все, вообще никакого люфта. Все это ходит так вот аккуратненько, мягенько. И вот самая такая проблематичная, которая была, вот мы тоже видим, все, она ходит аккуратно и практически люфта здесь нету. Соответственно, обошлись малой кровью, без всяких вот таких вот пластинок. На какое-то время хватит. Но все равно будем приобретать другую скобочку, искать на каких-то разборках, когда будем попадать туда. Сейчас это дело я все на место соберу и покажу эффект, какой будет уже на месте. Ну, я думаю, что все будет уже хорошо. Обязательно не забываем подписываться на канал. Будем дальше снимать другие видюхи по ремонту автомобилей, которые я ремонт делаю автомобилей. Ну а сейчас хочу еще несколько способов, как устранить вот этот вот бряк суппортов подручными средствами, когда нету там под рукой ни другой скобы, ну либо еще что-то. Вот, как еще мы это делали, делал я. Вот такая направляющая, также вот сюда вот применяются вот такие вот уплотнительные резинки. Но факт то, что там, допустим, все равно ее не хватает, этой резинки. Пыльничек вот этот вот, вот в этом месте тоже его не удерживает. И чтобы был лучший эффект, значит, можно также вот эти вот пластиночки туда вставлять, но это как бы по-технически не очень-то безопасно. В любой момент эта пластинка может как бы закуситься, и тормоза могут выйти из строя. Что еще делали? Значит, мы здесь, вот в этом вот где-то месте, примерно в сантиметрах в 3, делал пропил тоненьким кругом болгаркой. Небольшой такой пропил. И одевал вот такое вот еще одно дополнительное колечко вот в этом вот месте. Одно колечко одевалось здесь, второе колечко одевалось здесь. И тем самым уже тоже этот люфт вот таким вот образом он устранялся. Этот люфтик, потому что вот это колечко, оно тоже в этом пазу не давало люфтить. Вот такой вот способ мы применяли. Конечно, можно применить способ еще один, это сделать вот такую вот направляющую увеличенную, отдать токарю, чтобы он это все сделал. Ну, если под рукой токаря нету, то, конечно, приходится заниматься вот таким вот всяким гомырством. Обязательно следим вот за этими пыльниками, чтобы пыльники были целые, не порвались. Потому что если они рвутся, попадает вода, влага, песочек, и происходит вот эта вот выработка. Плюс происходит закисание вот этих направляющих, тем самым происходит износ колодок на бок. И тормоза уже не такие эффективные. Ну, вот такие вот варианты. Вариант вот с такой пластинкой из пивной баночки. Вариант с новыми колечками. И, разумеется, с новыми направляющими. Вот такое направляющее уже выкинуть, она просто как бы уже с выработкой и действует как наждачка. Ну, так вот мы применяли. Плюс с двумя колечками, либо отдать токарю, чтобы он это дело все завтулил и сделал увеличенные направляющие. Вариантов много. Просто кому какой вариант больше подходит, это выбирать уже вам самим. Либо замена полностью суппорта. Ну, сейчас запчастями на Toyota очень сложно стало, особенно у нас в Алтайском крае. Я живу в сельской местности, и добраться и приобрести там, допустим, контрактные ЛБУ запчасти, это мне надо проехать хотя бы 150 километров до ближайшего города. Ну, из одного суппорта
туда не поедешь. Ну, сейчас я это все дело буду собирать, ну и покажу в дальнейшем результат моей работы. Не забываем обязательно подписываться на канал, ставим колокольчики, комментируем, делаем ваши предложения, как вы делаете суппорт, чтобы не брякал. Кроме вот этих вот всяких пружинок, это вообще это полный колхоз, полная гомыра какая-то. Она работает, ну, люди делают, ну, как-то это не очень-то хорошо. Ну все, жду ваших комментариев, смотрите дальше продолжение. Значит, закончил, все собрал на место. Сейчас посмотрю, будет ли присутствовать люфты и стук. Ну, как бы так уже мы видим, что хождение уже самого суппорта стало минимум. Ну, небольшой стук присутствует. Но это мы посмотрим, как это будет на ходу. Будет ли продолжаться такой грохот, который стоял от суппорта. Если будет продолжаться, соответственно, значит, опять буду разбирать. Еще жестянка. Соответственно, значит, буду разбирать это все дело. И уже подставлять сюда либо пластинку, которую я показывал, либо делать еще один пропил под другое дополнительное колечко. Ну, сейчас поставлю колесо и посмотрю. Установил колесо на место, подзатянул ее. И вот сейчас, как мы видим, уже такого стука от суппорта нету. Но в процессе поездок я посмотрю, что с этого получится. Получилось ли устранить стук с помощью этих новых резинок или нет. Напишу обязательно в комментариях. Ну, если нет, будет, значит, продолжение этого видео. Ну, не забываем, опять же, подписываться на канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Алексей. Обязательно комментируйте. Ставьте свои способы, как вы устраняете этот стук. Всем удачи, всем пока.